Каждое утро улицы Старого вокзала в Питере наполнялись эхом голосов объявлений, спешащих пассажиров и пением. Тихий, но чистый голос разливался где-то у входа, где стояла худенькая девушка с потрепанной гитарой. Ее звали Лера. Лере было всего 17, но за плечами уже целая жизнь. Ее мать умерла, когда Лере было 6, отца она не знала. Детский дом, переходы, временные приюты, побеги. В какой-то момент она осталась на улице. Пела она с детства. Сначала просто для себя, потом за копейки на углу у метро. Она не мечтала о славе. Ее мечта была простой – выжить. Песни помогали. Люди бросали монетки, кто-то улыбался. Она писала собственные тексты, пела их под скрипучую гитару и верила, что, может быть, однажды хватит на комнату в коммуналке и горячий чай. Однажды утром, в холодный мартовский день, она пела свою любимую песню, ту, что написала для матери. И рядом остановился человек. Стильно одетый, с чашкой кофе в руке, не похожий на типичных прохожих. «Это твоя песня?» — спросил он после долгой паузы. Лера замерла. Обычно люди не задавали вопросов. Просто проходили мимо или бросали мелочь. «Моя», — кивнула она, чуть испуганно. «Я бы хотел поговорить с тобой. Не бойся. Меня зовут Михаил. Я продюсер». Сначала она подумала, что это шутка. Или обман. Но Михаил действительно оказался музыкальным продюсером, да еще и владельцем студии звукозаписи. Он услышал в Лере что-то особенное, искренность, силу, боль, которую нельзя подделать. С того дня ее жизнь начала меняться. Михаил помог ей снять жилье, оформить документы, записать первые песни. Он не давил, не превращал ее в продукт. Он дал ей платформу и свободу. Через год Лера уже выступала на небольших фестивалях. Ее песни начали крутить на радио. Люди писали ей письма, говорили, что ее голос помог им пережить тяжелые времена. Она больше не была девочкой с улицы. Она была артисткой, самой настоящей. Михаил никогда не требовал ничего взамен. Он просто сказал однажды: «Ты напомнила мне, ради чего я начинал заниматься музыкой. Иногда, чтобы спасти кого-то, достаточно просто остановиться и послушать». Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.